Всем привет, Самитори-чан! Любите суши? Сегодня я расскажу вам необычные факты о суши, некоторые из которых не знают даже японцы. Поэтому надеюсь, что они вас удивят, и напишите в комментариях, сколько из этих пунктов вы не знали. Поехали! Первое. Суши изобрели 3000 лет назад. Это не новое блюдо, история суши началась еще в эпоху Нара 3000 лет назад. Но тогда суши выглядели совершенно по-другому, думаю, никто бы из вас не подумал, что это суши. Но да, это древние суши. Тогда смешивали вареный рис с солью и засаливали в этом рыбу, чтобы она дольше хранилась. Сам рис не ели, а выкидывали и ели только полузасоленную пробродившую рыбу. Второе. Изначально суши были огромного размера. В эпоху Эдо, примерно с 1600-х годов, суши начали быть похожими на более привычные нам современные суши, но главное их отличие было в размере. Суши в то время были раза в 2-3 больше, чем привычные нам сейчас суши, поэтому их было неудобно есть палочками, и японцы их разрезали на две половинки и ели вот так вот руками, как обычно закуску, поэтому суши в то время было больше похоже, наверное, на онигири, чем на привычные нам сейчас суши, и даже по размеру ближе к онигири все-таки. Третье. Готовить суши из сырой рыбы в Японии начали относительно недавно, только с 1890-х годов, когда в Японии начала развиваться промышленность по производству льда, и в японских ресторанах смогли использовать холодильники и хранить там сырую рыбу, начали готовить суши с использованием сырой рыбы. Но до этого суши это было блюдо для хранения рыбы. Рыбу засаливали, мариновали в соевом соусе, в уксусе, обжаривали, парили и только тогда использовали в суши. Поэтому суши не всегда, оказывается, были суши, как мы их представляем, сырые. Полная история суши у меня есть в отдельном видео, история эволюции суши, посмотрите. Четвертое. Во многих традиционных суши-ресторанах не подают суши с лососем. Дело в том, что раньше в Японии не ели суши с лососем. И причина тому то, что в этой рыбе водится много паразитов. Поэтому раньше японцы ели лосось только термически обработанным. И вторая причина. Суши, как мы их знаем, придумали изначально в Эдо, нынешний Токио, и готовили суши из того, что можно было словить в Токийском заливе, поэтому там не было лосося. И только в 1980-х годах из Норвегии в Японию начали импортировать лосось, выращенный на рыбных фермах, где нет паразитов. И только после этого японцы начали есть лосось сырым и использовать его в суши. В наше время много где продается суши с лососем, и многие японцы, особенно японские дети, обожают суши с лососем. Я тоже очень люблю суши с лососем, но в традиционных ресторанах не везде они есть, именно потому что изначально не было суши с лососем в Японии. Пятое. Насчет паразитов. Почему японцы не боятся есть рыбу сырой? Меня как-то спрашивали, а правда, что японцы пьют таблетки как профилактику от паразитов? Я думаю, это неправда, я такого у нас не видела, что пили таблетки как профилактику от паразитов, только если ты заболел чем-то, как глисты, конечно же. Но японцы не боятся есть рыбу сырой, потому что здесь очень строгие правила, как нужно рыбу обрабатывать перед тем, как делать из нее суши. Допустим, есть определенные виды рыбы, которые можно использовать для сашими, и какие нельзя. Тот же лосось, если вы выловили его из реки, то делать из него суши я бы не советовала. Также японцы не готовят суши из сырой скумбрии, некоторых видов моллюсков и так далее. Остальную рыбу обычно отбирают и замораживают при минус 20 и ниже градусов один раз, чтобы на всякий случай. И также есть виды рыбы, в которых в принципе не водятся паразиты в местах, какие люди едят. Поэтому это все отбирают, тщательно просматривают также глазами, чтобы не было ничего там, как кости, допустим, кости тоже все вынимают, и паразиты тоже. Но опять же, замораживают и используют только виды рыбы, которые можно есть сырыми, они не опасны. И также в Японии сейчас пытаются придумать машину, которая бы била рыбу электрошоком, чтобы не нужно было ее замораживать, чтобы можно было есть ее сырой-сырой. Японцы любят все сырое. Поэтому, чтобы этим электрошоком можно было убить только паразитов. Шестое. Калифорния роллы – это действительно калифорнийские роллы, которые были придуманы в 1963 году в Америке, в Лос-Анджелесе, японским поваром, когда он увидел, как американцы не очень охотно ели суши и снимали с них водоросли нори. И только потом Калифорния роллы завезли в Японию.
В наше время Калифорния роллы уже есть во многих японских ресторанах, кроме, конечно же, традиционных японских ресторанов. Калифорния роллы обожают японские дети, но это не что-то, что японцы представляют, когда говорят «суши». 7. В Японии есть много разных видов суши. Суши — это не только роллы или нигири-дзуши, это также хосомаки, футомаки, инари-дзуши, чираши-дзуши и так далее. 8. Суши макают в соевый соус не рисом, а рыбой. Совсем немного, чтобы не перебить вкус рыбы. И думаю, некоторые из вас могли об этом знать и даже пробовать так макать суши, при этом все это разваливалось. И как же это возможно, макать суши рыбой в соевый соус, если оно разваливается? Это невозможно делать, если суши сделаны некачественно, потому что хорошие суши должны не разваливаться и держаться на одном месте, поэтому не все суши, конечно, даже в Японии, возможно, так есть, хоть это и считается правильный способ макания суши в соевый соус. И в суши-ресторанах, допустим, где суши крутятся, они сделаны не настолько качественно, и вы, скорее всего, не сможете макнуть суши, чтобы они не развалились при этом. В таких местах обычно суши просто поливают сверху соевым соусом. 9. В дорогих суши-ресторанах суши-повар мажет суши соевым соусом за вас, поэтому макать суши в соевый соус уже не нужно, вы только берете их и едите. 10. Японцы говорят, что суши можно есть не только палочками, но и руками тоже, но в наше время мало кто так делает. Я, по крайней мере, очень редко вижу людей, кто бы ел суши руками. Иногда так делают взрослые японские мужчины, или также, возможно, можно есть руками, если вы в компании друзей, а не на первом свидании, например. 11. Да, японцы смешивают соевый соус и васаби. Это даже называется в японском языке васаби-джою. Я слышала миф, что в Японии смешивать соевый соус и васаби считается плохой манерой, но это совершенно не так. Японцы часто смешивают соевый соус и васаби и потом макают в это суши. Мой муж Изми постоянно так делает. И что касается, опять же, дорогих ресторанов, где желательно соблюдать манеры, там вам не подают васаби с соевым соусом чаще всего. Там уже мажут на суши соевый соус, и вы едите, как вам дал мастер, ваши суши. Поэтому в остальных местах обычно вам подают васаби и соевый соус, и там смешивать можно. Главное, не вот так вот, чтобы все это переливалось на стол. 12. Как в дорогих, так и дешевых суши-ресторанах можно выбрать размер рисового шарика для суши, а также хотите ли вы суши с васаби или без. Дело в том, что когда готовят суши, обычно на рис под рыбой добавляют немного васаби, поэтому если человек не любит васаби или, допустим, это суши для ребенка, то обычно просят суши без васаби, васаби-нуки без васаби, и также размер шарика можно тоже побольше риса, поменьше риса, если вы хотите выбрать. Если, допустим, это дорогой ресторан, то можно просто повара попросить меньше сделать шарик, шари скунаме, или больше, шари оме. В дешевых ресторанах часто есть планшет, где можно просто выбрать размер шарика и также васаби да или нет, что очень удобно. 13. Есть последовательность, в которой советуют есть суши. Да, есть правильная последовательность, в которой говорят есть суши в зависимости от начинки. Говорят, что стоит начинать с рыбы, которая менее жирная и не приторная на вкус, и постепенно есть рыбу более жирную и более насыщенную на вкус. Например, начинать с кальмара, дальше морского леща и только потом в конце тунец, потому что тунец самая жирная рыба и самая приторная на вкус, а кальмар он более легкий, не приторный. Это делается, чтобы не перебить вкус сразу жирной рыбой, и потом просто вы не будете чувствовать, что вы дальше едите. Но, опять же, это только так советуют есть, это не обязательное правило. И, как говорят во всех суши-ресторанах, едите так, как вам нравится есть, конечно же, но просто вот так считается в Японии вкуснее. 14. По суши с тамагояки, японским омлетом, можно понять уровень ресторана. Тамагояки, японский сладкий омлет, это одна из самых первых начинок для нигири-дзуши, суши, которые придумали в эпоху Эдо, и поэтому считается, что каждый уважающий себя суши-ресторан, даже в наше время, должен готовить суши с тамагояки. И по уровню, как хорошо приготовлен омлет, можно понять, насколько вкусно, в принципе, в этом ресторане готовят. Поэтому, если омлет сделан не очень вкусно, то, скорее всего, и мастер так себе, как говорят японцы.
15. Суши обычно подают не с саке или другим алкоголем, а с зеленым чаем. На то есть несколько причин. Раньше, в эпоху Эдо, суши были как быстрый перекус по пути куда-то, поэтому их подавали зеленым чаем в больших чашках юноми. Кроме этого, считается, что зеленый чай хорошо сбивает рыбное послевкусие, не давая разным вкусам суши смешиваться, а также хорошо убирает неприятный запах во рту после еды. В наше время даже в ресторанах с вращающимися суши на столе стоит баночка с зеленым чаем, а также есть краник с горячей водой, поэтому каждый клиент может себе сам чай заварить. И, кстати, это не матча, это обычный зеленый порошковый чай сенча или банча. В обычных суши-ресторанах, когда просят чек, считается хорошей манерой сказать не просто «дайте чек», а сказать «налейте чай, пожалуйста», и тогда вам нальют чай и принесут чек. Это были факты о суши, сколько из них вы не знали, жду ваших комментариев. Надеюсь, что вам было интересно это видео, больше истории суши есть в видео о эволюции суши. Всем спасибо за просмотр, всем пока!